Ее звали Татьяной. С детства она мечтала выбраться из умирающего села в большой город с яркими огнями и обязательным теплом семейного очага. Годы шли. Мечта сбылась. В ее жизни появились шум и суета огромного мегаполиса. Но уют домашнего семейного тепла так и не сложился. В пасмурный осенний день, проходя вдоль птичьего рынка, Татьяна ощутила на себе особенный взгляд. Из картонной коробки на нее смотрела пара темно-карих искренних глаз. Голос, доносившийся сверху, поведал, что недорого отдаст в хорошие руки прекрасной барышни чистокровного немца 1,5 месяцев от роду. Впервые за долгое время домой Татьяна вернулась с ощущением счастья и душевного умиротворения. Щенок был предан и любил ее без границ всем своим щенячьим сердцем. Он ждал ее с работы, с порога кидаясь облизывать. Она баловала его, ласкала и любила ответно. Малыш рос, становился баловнем, он же любимый пес. Ведь она с ним совсем не занималась. Татьяна решила посещать с ним дрессировочную площадку и учить послушанию. Пес старался, как мог, но не все получалось. Он просто любил ее беспредельно. Хозяйкой было принято решение участвовать в выставке. Судьи вынесли роковой вердикт: беспородный он, и ходить он не умеет, и хендлинг вы провалили. Сильно ударили эти слова по нежной душе девушки. Дома она отхлестала собаку. А он не понял, за что, и все так же продолжал любить ее всей своей собачьей душой. Шло время, и она, разочаровавшись, надумала продать собаку. Объявления, уговоры. В начале зимы отдала она своего, некогда любимца, для охраны чужого двора. Его там били и всегда кричали. А он не мог охранять, продолжая любить и ждать свою хозяйку. В один ласковый апрельский день новый хозяин отвел псину к ветеринару. Нет, не по болезни, он здоров, для дарования вечного сна. В клинике, на столе, пес лежал, не сопротивляясь, и даже не дрожал. Взглянув ему в глаза, ветеринар остановился с застывшей рукой со шприцем дитилина. В них он увидел всю быстротечность собачьей жизни, безропотное смирение и одновременно неугасающую надежду. Она спешила, плакала, бежала, молила Бога, только бы успеть. Вбежав в клинику, она кинулась к неподвижно лежащей на столе собаке. Обняла его, рыдая. Пес открыл глаза, лизнув. Татьяна долго просила прощения у своего верного друга и поклялась никогда его не предавать. С тех пор они каждый вечер гуляют в парке в компании ветеринара, так и не сделавшего инъекцию, и его верной Джины, бельгийской породы. Спасибо, что дочитали статью до конца. Если вам понравилась эта статья, то поддержите ее, поставив лайк. Подписывайтесь на канал, поделитесь с друзьями, не забывайте про комментарии и заходите в гости еще.